Они привезли списки целей. Реально списки целей привезли. И говорят Трампу на переговорах: Трамп, у нас нет ракет. Мы не можем по этим целям нанести удар. Ударь ты, вот цели. И дают ему эту карту. А ткачиха с поварихой, сватьей бабкой бабарихой перенять письмо хотят, а поить гонца велят. Сообщили украинские власти, что готовы для Европы произвести 20 миллионов дронов в следующем году. Только деньги дайте. С которых уже умеют сбивать. Сбивали и Storm Shadow, сбивали и все сбивали. Понимаешь? Вообще все сбивается, на самом деле. Вопрос в другом: какая эффективность? Сколько штук из 100 сбивается? Вот и все. Всем привет! Вы на канале Ширяев и Ширяев. Здесь мы, это я, журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте, я тоже рад вас видеть. Событий много, все они довольно интересны. Сейчас приступим. Да, на этой неделе Минобороны объявила о взятии населенных пунктов Боровская, Андреевка в Харьковской области, в Днепропетровской области, это Алексеевка, и 3 населенных пункта в ДНР: Новопавловка, Московская и Благан. И еще вот обратил внимание, на этой неделе Минобороны была такая новая формулировка, связанная с крупными боевыми действиями. В одном из сообщений было сказано, что российские войска, там, где обычно говорят о взятых населенных пунктах, было сказано, что российские войска зашли в восточные районы Димитрова и развивают наступление в жилых кварталах. Потом снова повторили, что наступления продолжаются. Напомним, Димитров – это Мирноград. И от себя тоже добавлю в связи с этим, что когда мы рассказывали, что обозревателям не так просто идентифицировать место, потому что очень много одинаковых абсолютно названий в разных областях, такая уж специфика карты украинской. Все еще мы не рассказали, что на самом деле существует еще одно обстоятельство, которое все запутывает. На Украине идет война топонимов. И абсолютно все, большая очень часть населенных пунктов царской России, и особенно, которые при советской власти как-то были созданы или переименованы и так далее, получили совершенно другие названия, уже украинские, переименовали их, по идеологическим причинам, понятно. И вот таких случаев, как типа Мирноград, Димитров, их полно, и оба генеральных штаба упрямо держатся своих названий. Все главные населенные пункты, это там Артемовск, а не Торецк, это Артемовск или нет? Бахмут. Да. Но просто обе стороны упрямо держатся своего списка названий, а мы должны между ними маневрировать. Это, собственно говоря, вообще один из смыслов того, что происходит. Да, из-за чего, собственно, все это разгорелось. Что касается положения на фронте, то по самым последним сообщениям на четверг-пятницу утро наибольшее количество активных действий вооруженных сил Украины за неделю наблюдается в Сумской области, на Добропольском направлении и на Покровском направлении. Что такое активные действия? Понятно. Контратаки, активные перемещения войск с целью помешать замыслу российского командования и так далее. Что можно сказать по соотношению сил? На разных участках в Сумской области ВСУ имеют преимущество по личному составу. Там больше войск просто украинских. И этим объясняется активность. Оттуда довольно много частей российское командование сняло на другие участки. Там здорово похудела группировка российская. На Покровском участке еще в июне месяце, точно с конца июня, начала июля, я об этом говорил, украинская армия действовала там в условиях превосходства численного. То есть украинских войск было больше, чем российских. Сейчас численность просто сравнялась в обеих группировках. Одинаково стало. Хотя при этом некоторое количество бригад и отдельных частей
Генеральный штаб России, в рамках общего замысла оперативного, перебросил намного южнее Покровска, то есть убрал оттуда. Тем не менее, войска сейчас в районе Покровска практически в одинаковом численном составе сражаются. И, конечно, самое главное сражение там на Добропольском выступе идут. Это что касается численности. Ты упомянул события в Харьковской области, населенные пункты. Есть вещи, которые я все время обращаю на их внимание, которые очень важны не из сообщений генеральных штабов. Правительством, чиновниками Харьковской области, украинскими, принято решение на этой неделе об эвакуации семей с детьми из 40 населенных пунктов Харьковской области. Эта эвакуация, 40 населенных пунктов, она намного больше говорит о том, как будущего этого района, как в части театра военных действий, видит командование Вооруженных сил Украины. Про участок, про который на предыдущих наших выпусках мы говорили очень много, и вообще все его обсуждали чуть ли не на первых местах. Это Купянск, сражение за город. ВСУ наносит контрудары в месте, о котором мы говорили тоже. Там, где пробегает та самая труба, через которую шло снабжение вдоль линии фронта, российских войск. Прямо в этом месте, если посмотреть на карту, то прямо где-то в оперативный тыл российской армии направлены эти удары. Это прям четкий контрудар. И не могу сказать, связано ли это с этим или нет, но продвижение российских войск в Купянске за эту неделю почти встало, замедлилось. Может быть, перегруппировка тоже. Такие два события, можно их трактовать по-разному. Теперь о событиях на Добропольском выступе, так называемом. В течение последних 2 недель ВСУ имели преимущество в количестве активных боевых действий, опять-таки контратакующие действия, по большей части, перед российской армией. Но сейчас положение выровнялось. Это примерно сейчас тоже все одинаково по подсчетам. А эти атакующие действия в штабах считают прям неукоснительно, надо сказать. И такие цифры есть и у украинцев, и у российского командования. Российское командование предприняло определенные меры для того, чтобы избежать этого полного окружения. И тут началась плохая погода. Пришла. То есть дожди, туманы. Российское командование попыталось это использовать, чтобы проскочить вроде бы невидимо для дронов. Это не очень получилось. Туманы были неполные. Не такие, чтобы прям как молоко. Все-таки украинские дроны засекли там в одном месте точно колонну российскую, и просто очень значительный урон был принесен. Существует, видимо, видео там соответствующее. Это при наступлении на Владимировку в основании украинского выступа, украинского. Тем не менее, десант с этой самой колонны был высажен. О чем нам это говорит? В общем, таких, в принципе, Как именно высажен? То есть под обстрелом. Я имею в виду, на чем? На броне, на технике. 5 раз уже, минимум 5 раз зафиксировано продвижение российской армии, попытки высадить десант с использованием не мотоциклов, распутится, дождь, грязь, лужи, все, а прям бронированной техники, под прикрытием плохой погоды. То есть неоднозначный, так сказать, опыт. По-разному его можно трактовать, но в общем 5 раз попытались, это значит, российское командование пробует какой-то новый способ. Последний, мы уже рассказывали, что последние это длительное очень время практически исчезли бронированные десанты. Все шли двойками, тройками, так сказать, там на мотоциклах пытались проскочить эту зону. А тут вдруг, как в какие-то там старые времена, вспомнили, колоннами техники попытались прорваться, но не только попытались, но и получилось в некоторых местах. Да. В частности, на Владимировку.
при том, что немало количества техники было подбито, кстати, некоторые бронированные машины, они так, сейчас скажу слово странное, обмангалены. Знаешь, конечно, да. Так просто, как ежи. Все. Что выдержали до 18 попаданий FPV-дронов. Без всякого эффекта. То есть продолжали двигаться. 18 взрывов на нем. Он шел дальше, на этом мангале. Так что мангал работает. Сказать, что он совсем не нужен. Недаром обе стороны, и украинцы, и россияне, так применяют это мангалостроение. Поначалу, как все смеялись-то. Вот сейчас уж не до смеха. И во Владимировке действительно удалось высадить десант. Она, как сейчас я понимаю, примерно пополам. Половина российская, половина украинская. Хотя ситуация меняется каждую, буквально могут сутки. И неблагодарное дело комментировать, чей сейчас конкретно населенный пункт. Одновременно, значит, российская армия атакует, прямо, как я уже говорил, вплоть до Софиевки с востока, исправляя эту ситуацию. Им необходимо занять это русло речки, которая там идет. А в свою очередь украинская армия атакует на Дорожное и Никаноровку. И Никаноровка 2 раза переходила из рук в руки. Сейчас вроде бы как считается, что, как докладывает, по крайней мере, российское командование, что он находится в зоне контроля российской армии. По этому участку такая, самая актуальная информация. Все продолжается, самые лучшие части с обеих сторон стоят друг против друга, но, в общем, по большому счету, российской армии удалось купировать эту угрозу окружения. То есть больше угрозы окружения нет. Вот так скажем, в этом месте. Все можно точно сказать, что окружение должно было быть украинской армии. Да. Украинский выступ должен был как-то отрезать, что ли? Украинский выступ должен был соединиться с украинскими войсками на запад, со стороны Запада. И сделать какой котел. Вот этой угрозы на сейчас ее точно нет. Значит, Мирноград, Димитров, а есть Покровск. Там какие сейчас дела обстоят? Покровск, там все задвигалось. Все активизировалось очень резко. И вот эта подкова, которая вокруг Покровска образовалась, в своей наименьшей части, она 4,5 километра. И многие сейчас пишут, что осталось там чуть-чуть, вроде как. Нет, не чуть-чуть. Потому что Сырский собрал на этом участке все резервы, какие мог, и поставил их именно на края этой подковы, и они не дают ее сомкнуть, сражаются. На северо-западе. Да, и этот промежуток между, свободно еще пока, да, там такая плотность войск, что ничего там легкого нет на самом деле. Вот сейчас. Ничего не вот сейчас. И еще, я так понимаю, войска сконцентрированы к северу от Покровска, там, где 2 дороги соединяются. Да, это населенный пункт Гришино. Угу. Но это не совсем север, это северо-запад. Да, северо-запад. Гришино, такой приличный населенный пункт, немаленький. Туда направлены в том числе и атакующие действия российской армии, потому что в этом месте последний логистический маршрут. Угу. Все, снабжение Покровска. Если Гришино будет захвачено, то все. И железная дорога, соответственно, да, то есть все будет закончено. Потому что, не сразу, но постепенно в осажденной группировке израсходуются топливо, боеприпасы, там все. Как это многократно уже было в этом вооруженном конфликте. Значит, соответственно, 2 таких точки, это самая узкая часть, где идут попытки сомкнуть кольцо, и Гришино. Но ведь бои-то вовсю идут и в самом Покровске. То есть эти все разговоры о том, что это диверсионно-разведывательная группа российская, которая заходит, он выходит, заходит, выходит, все, а это уже не работает. Хотя такие мнения встречаются в благосфере украинской, я это не считаю уже адекватно. Значит, Покровск разрезает пополам железная дорога.
Она идет с запада на восток, приблизительно, и разделяет на северную и южную часть. Вот бои уже зафиксированы в районе железнодорожного вокзала и вот этой железной дороги. То есть в середине города. Ну, судя по картам, да. Да, и в южной части там есть два микрорайона, Шахтерский и Лазурный, высотные застройки, в которых остатки украинских воинских групп, которые там были, да, сосредоточены для организации обороны, они уже сражаются в тактическом построении российской армии, да, сзади. Понимаешь, то есть это фактически там вот такой слоеный пирог, то есть там два таких очага сопротивления, которые по сути своей сражаются в полном окружении. Не первый, не второй, не 10-й раз уже. Это будет много раз, мы это все увидим. Здесь понятно, что как только появились дроны как инструмент снабжения, то есть находящимся в окружении можно доставить боеприпасы, воду, медикаменты, там все совсем по-другому стало. Уже окружение совсем не такие, как раньше были. Но тем не менее. То есть и в самом Покровске идут сражения. И это говорит о том, что положение-то за последнюю неделю усугубилось. Прямо реально положение защитников Покровска Мирнограда прямо усугубилось, потому что там продвижение вот этих войск, оно серьезно, российских, я имею в виду, внутри городской застройки, довольно приличное. Если судить, по крайней мере, по сообщениям прямо с мест непосредственно, да. И еще один участок, о котором важно сказать, это то самое место, где наступает группировка войск «Восток». Они на участке 12 километров выстроились прямо по реке Янчур. Идет перегруппировка войск, и им предстоит, они перед следующим рывком, да, им предстоит сейчас форсирование реки, то есть переход. То есть мы говорили о том, что есть уже примеры, и не один, много примеров, когда видно, что реки уже из-за новой тактики не являются таким непроходимым, да, барьером. Какой новой тактики форсирования? Когда с той стороны противника, в данном случае украинских вооруженных сил, настолько мало защитников, что для форсирования реки и не требуются такие огромные силы, какие были необходимы раньше. Нападающих, тех, кто переправляется через реку, тоже мало. И в результате вот этого всего сама река, ее форсирование не является такой тяжелой, сложной задачей, как там Нет, а технические-то средства какие для этого применяются? Янчур – это река до 50 метров на ширину. Приличное расстояние, но в общем, по большому счету, не бог весть. 50 метров можно преодолеть, если переход идет именно пехоты, когда ты танки туда не переправляешь, да, хотя они будут искать сейчас и, конечно, понтонные мосты будут наводить, да, все это понятно, но в принципе пехота в любом месте даже может 50 метров просто на лодках. На резиновых, даже не на моторных. Даже не 50 метров это действительно совсем немного. Да. И предстоит форсирование этой реки. А в 10 километрах севернее вооруженные силы Украины контратаками отбили Вербовое назад себе. И потом отошли из него. Сейчас Вербовое в серой зоне. Неизвестно, что его судьба нынешняя. Все это к чему? Что прошедшая неделя характеризуется очень активными контратаками вооруженных сил Украины по всему, по всем самым горячим участкам. Это демонстрация возможностей Сырского. Здесь есть политический смысл. Демонстрация наружу. Для американцев, для европейцев показано, что пожалуйста. На самом деле, вот эти атакующие действия украинской армии, они продолжаются от 3 до 5 дней. Контратака, 3-5 дней, все, закончилось. За исключением ситуации на том самом Добропольском выступе, где прямо встречный бой уже месяц, там действительно битва такая идет. А во всех остальных случаях контратаки вооруженных сил Украины, они такие кратковременные, до 5 суток. Командование Украины просто этими контратаками
очень умело сдерживает продвижение российской армии. То есть российская армия двигается, но не с такими темпами, как могла бы из этих вот контратак. Вот, собственно, все. Часто задают вопросы в комментариях, на Бусти, в Телеграме про перевес в дронах. Потому что все время сообщается, что вот, мол, украинцы гораздо больше производят дронов, у них перевес. Потом появляется сообщение, значит, что у российских войск, значит, тоже с дронами все отлично. И все вот эти вот сообщения, они всегда идут от источников с фронта. Всегда. И поэтому спрашивают, а вот... Как на самом деле, да. Вот из района Малой Токмачки источники сообщают, российская армия, да, что вот бывают моменты, когда просто голову поднять невозможно, столько украинских дронов. И вот в голове, вот у украинцев про сплошные дроны перевес. А из района Покровска, на многих участках, украинские военные точно так же в соцсетях пишут, что вся беда прямо у русских перевес. Проблема в том, что между ими серая зона от 5 до 15, даже иногда до 20 километров. Это над тобой украинский дрон висит там или российский. А через 15 километров позиции противника, и там уже украинские, дроны твоей армии висят над противником, но ты этого не видишь. Ты видишь только дроны противника, которые над тобой. То есть вопрос в том, кто передает информацию. Да вопрос в том, что одинаковое присутствие дронов, они одинаково висят над позициями. Просто те, кто пишет, да, им кажется, что все, беда, кругом одни украинские дроны. Или там российские. Да? А на самом деле ситуация равная, просто он не понимает, он не видит, что через 15 километров, пройди 15 километров, и ты увидишь свои дроны. Но есть же более объективные данные там, о количестве произведенных дронов. Если вообще в масштабах макроэкономических, то да. Вот тут сообщили украинские власти, что готовы для Европы произвести 20 миллионов дронов в следующем году. Только деньги дайте. Я, когда услышал эту цифру, я просто не поверил своим ушам, потому что в этом году максимальная цифра, которую называл Зеленский, 2,5 миллиона произвели украинцы. Вот. Российская армия производит сейчас уже дронов не меньше 100%. Наступил паритет, если даже не преимущество в сторону российской армии. Вполне, я из разных источников просто пытаюсь следить. Но очевидно совершенно, что уже Украина преимущество не имеет. Но в целом-то от России таких цифр не исходит никогда. Это Украина все время называет. Украина всегда называет, потому что количество произведенных дронов связано с финансированием. Да, связано с финансированием. И Зеленский все время дает понять, деньги необходимо платить, потому что... Не очень понятно, конечно, вот это вот... экспоненциальное расширение производства, оно же должно быть связано еще и с закупками из Китая. Да, как это? Да, причем самые основные партии тонкого вот этого вот оптического кабеля, который используется для дронов на оптоволокне, да, они все уходят в Россию, по большей части. Но сегодня 2 миллиона, а в следующем году мы вам построим 20 миллионов. Я просто не знаю. Мне нечего сказать потому что на такие хвастливые заявления. Заканчивая историю всю с положением на фронте, я бы хотел отметить такую вещь, поскольку мы часто обращаемся к теории, часто обращаемся, так сказать, к картам. Я все время думаю о том, на что же похожа эта дивная, невиданная тактика, понимаешь, которая вот, смотри, как выглядит. На участке 12 километров, там, предположим, полка, наступает 20-30 человек, двойками, тройками. Всего. И весь полк в тылу работает на них. Там разведка летает, смотрит, что там перед ними, чтобы им не помешало. Значит, операторы дронов пытаются их прикрывать с воздуха. Артиллеристы на нижнем старте, значит, в случае чего открыть ураганный огонь там куда-то, если им надо. Да? Все обеспечивают вот этих по одному, по два, по три человека, которые разрозненно движутся на этом участке. И потом идет накопление, то есть украинская армия всегда, командование, я имею в виду, она всегда должно стоять перед выбором, где же все-таки место прорыва.
Это очень похоже на принцип, открытый генералом Брусиловым, воплощенный в знаменитом Брусиловском прорыве Первой мировой войны. Там было сделано так, что на участке, по-моему, километров 150 фронта, он организовал множественные разнонаправленные атаки, чуть-чуть сдвинутые даже во времени, и генштаб в Вене австро-венгерской армии оказался в растерянности. Они никак не могли вычислить, где находится главное направление. Почему? Вот у нас по классике есть фронт, я сосредотачиваю на решающем участке, который я выбрал, очень большие силы, удар, прорыв, и понеслось тогда вглубь. Так сказать. И если противник разгадал твои замыслы, он сосредотачивает на этом месте напротив тебя, со своей стороны, точно такие же силы. Удар, и он встречает равный ответ. Точно такая же сила с той стороны. И ничего не получается. Все. Вот Брусилов запутал австро-венгерское командование так, что оно не знало, куда главный резерв это выдвигать из глубины для Купера. И в конце концов решение о том, где будет главный участок прорыва, было принято уже в процессе самого наступления, где они почувствовали, что все, вот здесь вот это то, что сейчас в гораздо меньших масштабах происходит при продвижении российской армии. Это тот самый Добропольский прорыв и много еще чего, каких примеров можно привести. Это действительно принцип, открытый Брусиловым, воплощается уже в тактических действиях российской армии. Таково мое мнение. Я, по крайней мере, вижу прямую аналогию. Все снова заговорили о войсках резервистов, то, что есть и на Западе, и у нас вроде как существует с 2013 года, но это такая довольно сложная бюрократическая структура военная, как это все организовано. Можешь немного рассказать о том, как это устроено? И для чего это? Да. Значит, правительство провело инициативу, закон надо изменить, и резервистов разрешить использовать за границей. Где сейчас идут боевые действия российские войска за границей? Украине, понятно. Очень коротко. Существуют ребята, которые отслужили в армию срочную службу, закончили, они становятся военнослужащими запасниками. А есть люди, которые службу воинскую закончили, может быть, не вчера, а раньше, с опытом боевым и так далее, которые заключили с Министерством обороны специальный контракт на нахождение в резерве. Это при Шойгу было, реализовано такое решение, вроде как мы на Западе делаем, да, создание... Прохождение сборов. Да. Резервист получает от 4 тысяч, это по открытым источникам, в месяц рядовой, а офицер до 10 тысяч в месяц всего. За эти деньги он ежемесячно, несколько дней в месяц, там совсем чуть-чуть, проходит обучение, и раз в году на месяц его забирают на сборы, где он осваивает новую технику, новую тактику, там все же меняется, да, человек должен быть в курсе. Система была создана, но и даже деньги выделяются, все. И по данным моих источников, поскольку это не требует каких-то особых усилий от человека, да, огромное количество людей записалось в эти резервисты. Это была недоделанная такая система, прямо скажем. Их действительно очень много. Цифра официальная, многократно повторенная и так далее, до 1,5 миллиона человек. Резерв – это не воины запаса. Резервисты – это в первую очередь войска, которые должны защищать Россию в случае вторжения. Да. Больше всего об этом стали говорить, когда в Курской области. Там прямо из резервистов подразделения целые формировались и так далее. И потом это стало в Белгородской области, приграничной области, скажем. В принципе, работает частично система. И мимоходом, на совещании Путин сказал, что необходимо защитить энергетическую инфраструктуру. А где можно найти бойцов непосредственно, даже если у тебя оружие есть? Потому что этих заводов огромное количество, нефтеперерабатывающих всяких объектов, хранилищ и так далее. Резервисты – это прямо в первую очередь, что приходит в голову. Или, например,
обслуживание аэродромов и так далее, обслуживание техники в тылу оперативно, даже не на передовой и так далее. Все это можно делать, а оттуда бойцов, подписавших настоящий контракт, контрактников, уже передвигать на линию фронта. Не так давно Зеленский предпринял, командование украинское предприняло целую прям серию шагов таких, начали перебрасывать вот такие вот тыловые части людей из них прямо на фронт. ПВО, даже операторов дронов, между прочим. Их всех туда на фронт погнали. И пресса писала об этом с большой тревогой. На самом деле это называется самопожирание. Армия без обеспечения в тылу не может. Ты сейчас на фронте израсходуешь этих бойцов, у тебя все встанет из-за того, что нет помощи в тылу, как я тебе говорил, на 30 человек наступающих целый полк работает. Это то, что может прийти на 2 месяца вот в эти части. А потом ротация. 2 месяца одни, 2 месяца другие, 2 месяца третьи. То есть это прям такой полноценный еще и резерв в том смысле, в котором обычно ты говоришь про резервы да. На фронте. Да, да. Причем, вот, если из цифр исходить, которые мы можем рассчитать из денег, которые выделяются на резервистов, большой резерв. Три года назад начались удары по украинской энергетической инфраструктуре. С тех пор обе стороны обмениваются этими ударами. Как мы знаем, украинцы бьют по российским НПЗ, Россия атакует электросети на Украине, отключения, проблемы с поставками топлива. Эта кампания началась 10 октября. Первые массированные удары 22 года. Сразу вслед за ударом, за очень сильным терактом на стратегическом объекте, это Крымский мост. И после этого каждый месяц до марта 23 года продолжались эти мощные налеты. Было вновь. Мир увидел фотографии со спутников, как Украина погружается во тьму. 1300 населенных пунктов были обесточены. В дальнейшем украинцы научились ремонтировать с помощью Европы, восстанавливать и развивать свои дроны дальнего действия, которые в конце концов позволили им нащупать единственно возможный ответ – бомбардировку нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас все немножко по-другому, но одновременно ведется при ударах по Украине 2 кампании. Они как бы связаны, но тем не менее это различные кампании. Это по транспорту, в первую очередь по железным дорогам, отчасти по мостам, но в первую очередь по железным дорогам. И охотятся уже и за отдельно проезжающими тепловозами. То есть каким-то образом научились атаковать на больших дистанциях движущиеся цели. И еще их выбирать. Самое простое, логичное объяснение, что внедрен искусственный интеллект и беспилотник, тот самый Герань-2, который атакует тепловоз, он умеет определять без человека, что это тепловоз. Вот это что вообще надо же. Потому что по-другому, в такой глубине уже просто наносятся удары. Может быть, там есть радиосвязь. Я не могу ничего сказать через сим-карту. Но, скорее всего, в условиях радиоэлектронной борьбы беспилотники уже обучаются таким вещам. Почему? Я говорил, что тепловозов мало. И если их все со временем в ходе такой кампании перебить, это остановит практически в условиях обвала электроснабжения. Электровозы не выйдут на линию, а электровозов очень много. Электровозов более 1700, 1750, а тепловозов всего 750. И когда электричества нет в контактной сети, выходят тепловозы. И они, им не нужно электричество. И они тащат на себе все. И вторая кампания одновременно – это удары по электроэнергетике, по электротехническому хозяйству. Атакуют в первую очередь эти преобразователи, то есть трансформаторы 330 киловольт, которые от больших электростанций передают электроэнергию в районы уже на 220 вольт. Эта сеть этих трансформаторов, она не просто уязвимая, она ключевая такая. И украинцам после той кампании 23 года
удалось очень многое заменить. Ну, естественно, им помогала Европа, там импорт, закупки и так далее. И справятся ли они сейчас с этим, непонятно. Плюс к этому еще. Да, закуплено очень большое количество генераторов. Да. Прямо, ну, небольших вот, китайских генераторов, которые действительно, они спасают мелкую торговлю, они, конечно, спасают больницы, ну, вообще всю медицину, они спасают в том числе магазины, банковский бизнес и так далее. Все это может на генераторах работать. Все, что требует энергии. Вот инфраструктура информационная, она может ими пользоваться. Но крупные предприятия, тяжелая промышленность и железные дороги, они не выдержат. А тут, что очень важно, одновременно наносятся удары по газовым месторождениям. Вот как обстоит дело. Исторически Украина со времен Советского Союза половину газа, который они тратят на своей территории, а Украина самый газифицированный район бывшего Советского Союза, самый газифицированный из всех. Половину газа на своей территории добывает здесь же. И этих областей две. Полтавская и Харьковская. Есть еще немножечко там во Львове, но совсем чуть-чуть. Основной вся добыча Полтавской и Харьковской области. То есть половину газа покупаем за границей, половина своя. И вот по этим месторождениям Харьковской и Полтавской области наносится удар за ударом. И если не будет своей добычи, то половины газа не будет. Надо закупать намного больше еще. То есть расходы. И самое главное, удастся ли их транспортировать потом еще к потребителю. Большой вопрос. То есть получается такие три составляющих. Это железные дороги. И атакуют, кстати говоря, очень активно эти депо. Депо важная очень часть обслуживания. И газовые месторождения и трансформаторы. Вот так сейчас обстоит дело. Насколько далеко это зайдет, мы не знаем. Один раз Зеленский как-то в своем выступлении обмолвился, что может быть договоренность какая-то там. Так, вот, я так понял его высказывание, по крайней мере. Этот кусок мы записываем в ночь на субботу, потому что хотели подождать итогов встречи Трампа с Зеленским. Что к этому вообще подводило? Пару дней назад Трамп объявил, что Украина якобы готовит наступление на Россию. Все ждали, что сегодня Трамп объявит о том, что США передаст Украине томагавки. Ну, не все, но была вероятность такая. Вчера Зеленский сел на самолет и полетел в Вашингтон. Пока он летел, Путин позвонил Трампу, и, как выяснилось, они 2,5 часа говорили по телефону. Итогом этого разговора стало то, что Трамп вышел к прессе и сказал: ну, вообще-то, мы не очень-то хотим томагавки никому отдавать, они нам самим нужны, хотя у нас их очень-очень много. Я уже говорил, что с точки зрения чисто военной, эти крылатые ракеты, не вундерваффе, они не помогут Зеленскому совершить перелом. Да? Это инструмент военно-политического давления. В ходе переговоров Трамп может объяснять Путину, и угроза действительно оружие дестабилизирующее, все понятно. Но, в общем, на 90% вся эта ситуация, она в сфере чистой политики все-таки, не военного дела. Ну, для меня это, конечно, прям ход в стиле такой классической дворцовой интриги. Как мы помним, это звучало в классике. А ткачиха с поварихой, сватьей бабкой бабарихой перенять письмо хотят, а поить гонца велят. И наши предки в таких делах понимали давным-давно. В общем, я думаю, что Зеленский мотивировал необходимость томагавков перед Трампом. Он, судя, как я понимаю, скорее всего, он ему сказал, что мы готовим наступление, и нам томагавки жизненно необходимы для обеспечения ударов по каким-то специальным военным целям, штабам, узлам связи и так далее, чтобы наступление было успешным. Трамп это запомнил. У него в голове, видимо, сошлось наступление, томагавки. Все. И тут
Зеленский сходит на землю с самолета, и выясняется, что все без него уже решили. Да. Все пойдет совсем не так, о томагавках речи больше нет. Но надо же точно понимать, что в этом действии участвовали не 2, а 3 человека. То есть не Зеленский и Трамп. Трамп человек. А Зеленский, Путин и Трамп. То есть 2 человека против Зеленского одного. Трамп совершенно спокойно мог не взять трубку, сказать, что у него там важнейшее совещание. Владимир, я не могу, позвоню потом. Все. Нет, он совершенно спокойно пошел на сговор, фактически, понимаешь? И договорились о том, что они встретятся лично. Да. Такое отложенное действие. Да. Поговорят в Будапеште. Да, и Зеленскому сказали просто: брат, подожди, мы отложим. На пару недель. На пару недель, да, все. Все закончилось. Вообще встреча задержалась немного. Сначала была публичная часть, где обе делегации за большим столом отвечали на вопросы прессы. Не как там, когда они сидят вдвоем на стульях, а сегодня была такая более формальная обстановка. Там то же самое повторил Трамп. Он сказал, что томагавки бы не хотел никому давать. Еще раз сказал, что Индия перестанет покупать российскую нефть. Но в целом, вроде как, должно было что-то обсуждаться более серьезное за закрытыми дверьми. Собственно, Зеленский с Трампом ушли на переговоры. Однако, по итогу, никаких заявлений совместных они уже не делали. Трамп улетел во Флориду, если не ошибаюсь. И потом, через некоторое время, Зеленский все-таки передал через прессу комментарий по поводу томагавков. Сказал, что они с Трампом договорились никак не комментировать передачу томагавков, потому что США не хочет эскалировать ситуацию. Здесь есть 2 варианта, но интерпретация этого ситуации этой. Конечно, самое очевидное и простое предположение, что никаких томагавков не будет, но чтобы не обижать Зеленского совсем уж прям публичным отказом и так далее, решили просто не поднимать тему, сказали, что вот отложили ее и так далее, чтобы не было так обидно. Есть и второй вариант, менее такой очевидный. Дело в том, что Байден неоднократно отдавал приказы доставить оружие на Украину, которую он официально еще не разрешал применять. Вот так было с ракетами «Атакамс». Они объявили: все, мы разрешаем Украине применять, а «Атакамс» уже были на Украине. Теоретически Трамп мог поступить как Байден, то есть дать тайный приказ, значит, эти самые томагавки, которые уже всем плешь проели, находятся уже где-то на Украине, а потом уже по результатам, может быть, беседы с Путиным и так далее, вот развитие ситуации, он даст указание, выступит, скажет: мы разрешаем, все. Но на самом деле ракеты уже там. Вот как Байден. Но рисково. Это намного менее вероятно. Скорее всего, все-таки это просто чистый отказ. Да, еще один момент важный. Когда шла встреча с закрытыми дверьми, был украинский слив, в местной прессе, о том, что делегация Зеленского привезла в Вашингтон карты с некими болезненными точками, которые в экономике и вообще там в инфраструктуре России, которые должны, по идее, Россию принудить к переговорам. Да, вот нажатие на эти точки заставит Путина сесть за стол переговоров. Если это потом в дальнейшем подтвердится, это означает, знаешь что? Они привезли списки целей. Реально списки целей привезли. И говорят Трампу на переговорах: Трамп, у нас нет ракет. Мы не можем по этим целям нанести удар. Ударь ты, вот цели. И дают ему эту карту. Это настолько неумный ход. Неумный. Американцы цели в России знают лучше, чем украинцы в 10 раз. Не надо им никаких карт вести. Понимаешь? В том-то все и дело. Это американцы еще украинцев поучат. Где настоящие цели, да, в Висбадене, совершенно точно, где настоящие цели, где фальшивые цели, где муляжи стоят. Если они действительно так поступили, они могли налететь на очень резкий ответ.
Потому что мы на совещании сидим, я говорю, слушай, у меня пистолета нет, застрели его сам. Да? Вот так. Посмотрим, правдива ли эта информация. Много будет зависеть от этого. Но нюанс очень интересный. Согласен. В каком положении будет находиться Зеленский, украинские военные все, когда они получат томагавки, если получат, да, мы еще не знаем, 100% неизвестно. Томагавки тоже это ракеты, которые очень быстро кончаются. Во-первых, да. Мы об этом много раз говорили, в частности, про хуситов, про Сирию. Но есть и другая часть. Томагавки не просто кончаются быстро, их еще избивают. Давай посмотрим на российско-украинский театр военных действий. Летает аналогично абсолютно по тактико-техническим характеристикам ракеты. Х-101, стратегическая ракета российская. Калибр. Все сбивается. Эффективность разная. Да? Вот недавно мы обсуждали, 30-40%. То есть из сотни калибров пролетающих 30-40 сбивается. И мы должны понять, томагавков российской ПВО сколько может сбивать? Существует один единственный пример пока в военной истории, когда томагавки прямо непосредственно вступили в бой с российскими средствами ПВО. На вооружении Сирии, Асада еще, стоял этот комплекс С-400. И в 2018 году была массированная атака по Дамаску и одной из авиабаз сирийских. В это время с базы Хамимим взлетел радиолокатор, самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и начал сирийскому ПВО передавать координаты целей этих самых томагавков. Потом, какие-то томагавки и другие тоже крылатые ракеты сирийские зенитчики сбили, стали подсчитывать, стали обсуждать в газетах и так далее, какие результаты. И американцы выступили с официальным заявлением, что все ракеты долетели до цели, ничего не сбили, прям идеально. Потом была пауза. То есть российское командование дало им об этом поговорить, чтобы все увидели, что все долетело. И потом на стол выложили сбитые ракеты. И американцам нечего было сказать. Эффективность тогда была 0,7. То есть из сотни ракет долетело 30. 70 было сбито. И сразу после этих событий, сам факт, что были сбиты эти томагавки, был оспорен независимыми аналитиками, называют еще, АСИНТ-расследователи и так далее. Говорили, что это все ложь, Министерство обороны ничего не сбило. На эти возражения выдвинуты были контрвозражения. Я не буду анализировать всю эту полемику. Могу просто сказать, что по моим источникам, которые непосредственно прямо на месте принимали участие в событиях, действительно, эти крылатые ракеты американские были сбиты многократно. То есть это цель, которая не представляет для современных средств ПВО огромной такой сложности. Это просто Сирия это показала. Есть два плюса и минуса в этой истории. Во-первых, это ограниченный театр военных действий, Сирия. Знали, куда летит, там их и встречали. Это очень облегчает работу зенитчиков. И помогали русские. Был локатор российский. Но сбивали-то сирийские бойцы. Так себе зенитчики, прямо скажем. Поганые зенитчики. Может, там на самом деле сидели российские военные? Нет, сирийцы сбивали. И сейчас, если томагавки полетят через территорию России, во-первых, это тебе уже не Сирия, огромный фронт, через который пролететь намного проще. Но и там, с той стороны, будут сидеть не сирийские ПВОшники, а очень искушенные, набравшиеся такого огромного опыта российские офицеры противоракетной, противовоздушной обороны. И стоят комплекс, с которых уже умеют сбивать. Сбивали и Storm Shadow, сбивали и все сбивали. Понимаешь? Вообще все сбивается, на самом деле. Вопрос в другом, какая эффективность. Сколько штук из 100 сбивается. Вот и все.
выложили в соцсетях фотографии первого вроде как сбитого образца «Фламинго» в России. Да, но официально никаких комментариев нет, подтверждений нет. Сразу скажем, мы основываемся вот только на тех фотографиях, там, видео, которые вот были размещены. Даже не знаю, в каком районе России было сбито. Но это я могу понять. Для зенитчиков это секрет. Да. Но не совсем кустарная сборка. Но, в общем, это не сборка настоящего завода, который производит ракеты. То есть ракета собрана таких по ускоренным схемам, упрощенным схемам. То есть там из гражданских, в том числе, да, деталей. Ну, как ты и говорил. Да, там все это видно совершенно. То, что вот эти обломки, которые упали, очень сильно похожи на то, что вот показывали на украинских видео. Да, действительно похоже. И еще есть один момент. Никто не показал фотографии двигателя ракеты. Утверждается, что это запорожский двигатель, ну, советский еще двигатель, там, древние, старые очень конструкции, турбореактивные. Двигатель – это важно. Сколько их штук в наличии, столько и будет ракет. Да. Без двигателя ракеты нету. Вот советских двигателей такого типа, их довольно много, ну, запасных еще есть, но не огромное количество. Ну вот, наверное, так скажем, доказано, если это действительно «Фламинго», то первое его как бы применение, первый блинкомом сбит. Сбивается все на самом деле. Давно не вспоминали о золотом куполе, который анонсировал Дональд Трамп почти сразу же в начале своего президентства. Технология будущего, «Звездные войны 2», которые, по идее, смогут, значит, противостоять всем самым современным баллистическим ракетам. Ну, как раз мы вспоминали о том, как вообще обустраивать ПВО, как это дорого на самом деле. Не ПВО, а ПРО. Да, ПРО. И вот появились подробности. Ну, сейчас мы действительно можем опереться уже на некий документ, по крайней мере, на рассказ о событии. Значит, и предположить, как эта система вообще может выглядеть, хотя бы сконструирована. В штате Мэриленд в конце самого сентября состоялась большая конференция, то есть съехалось большое количество специалистов и производителей вооружений. Они там обсуждали вот эту новую систему противоракетной обороны, заявлялись различные предложения, как это можно все организовать. И важнейшей частью ее было признано, значит, целая группировка спутников, которые специальными сенсорами, значит, оснащаются. Ну, что такое сенсор? Просто, так сказать, средство слежения, скажем, да и все, чтобы не мудрить. И которые должны отслеживать все потенциальные районы пуска на всей территории земного шара, представь себе. Потому что ключевым условием, значит, успеха этой системы для американских военных является поражение пусковых установок ракет до пуска. И у них появился специальный термин «left of launch». Это поражение пусковой установки до старта ракеты. А есть right of launch, это значит, ракета сбивается уже после старта, на начальном, срединном участке или там на конечной стадии. Значит, эти сенсоры, которые установлены на спутниках, на большой очень группировке, намного более 200 штук там, а это всего лишь часть вот этого большого, огромного проекта Golden Dome. Это та часть, которая поручена просто обнаруживать ракеты до старта. Ну, не ракеты, а пусковые там установки, да. И вот они по всему земному шару должны действовать. Меня вот это убивает. Я понимаю, там Россия и Китай еще следить за ними, да. Но когда они ставят задачу по всему земному шару, это сразу расширяет так театр военных действий потенциальный, что просто я не знаю, где они силы такие возьмут. Какой там искусственный интеллект не был вообще. Ну, хорошо, остановимся. Значит,
это означает для нас очень тяжелые изменения в взаимоотношениях между государствами, во взаимоотношениях между армиями и перспективном планировании. Потому что это означает атаку на средства выведения на орбиту ракет до объявления войны, до всего. То есть первый обезоруживающий, обезглавливающий удар ракетный. Да. Это то, что всегда считалось самым опасным и гарантированно приведет к ядерному Армагеддону. Но здесь же, как говорится, мы против всех ракет. Мы же не про Россию, мы не про Китай. Мало ли какие могут быть террористы, хуситы. Это же еще, так сказать, вот мы все время, когда это обсуждали, все иронизировали. Ну, какие у американцев соседи? Мексика да Канада. Кто может запустить ракеты по ним? Потом вспомнишь, что есть Куба. Ну, вряд ли Куба все-таки сейчас не в том положении. Но сейчас с Венесуэлой очень тяжелая установка. Может, венесуэльцы будут стрелять по Соединенным Штатам? Черт его знает. По крайней мере... Ну, для такой инициативы нужен лишь повод, лишь какое-то условие гипотетическое. Да. И потом, как только ты обнаружил все эти стартовые площадки, их нужно уметь быстро, одним ударом, не знаю, наверное, тысячами способов, в том числе ударами со спутников, а в космос придется выводить оружие, ну, из Земли, конечно, тоже, с подводных лодок, отовсюду, уничтожить до того. Почему? Как только ты уничтожил пусковую установку до старта, у тебя очень сильно сэкономились все деньги. Тут же. Потому что поражение ракеты на траектории в космосе огромных денег стоит. Вот эти противоракетные установки, которые сейчас в Израиле были, сбивали иранские ракеты, ну, мы обсуждали, какие деньги дикие они потратили, и как это быстро потратилось, и раз-два, и уже и нету ничего. Они все это, видимо, сейчас посчитали и сказали, а давайте сбивать до того, как запустили. Но это что же означает? Весь Иран, условно, под наблюдением вот этих сенсоров, там спутники летают, и во время значит, когда генералы сказали, вот сейчас они, видимо, на нас нападут, неожиданно по всему Ирану наносятся удары, поражаются все значит, их системы выведения, и все. Иран проиграл, он обезоруженный, и, значит, Аятолла должен сдаваться. Мудреная система, надо сказать. Так ли они уверены в том, что надежно обнаружат все эти ракеты? Их же прятать начнут. То есть, но это настоящая военная конференция, это полноценное участие промышленности, это, так сказать, в полный рост элита американской армии. Все сидели в Мэриленде и обсуждали это. Значит, вот перед нами сейчас первичный такой набросок. Что это будет? Атака упреждающая. Нельзя дожидаться противника, когда он там решит что-то сделать. Значит, бьем в нос, не задумываясь сразу. Вот примерно так. Ну, на этом у нас все на сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, если еще не поставили. Подпишитесь на этот канал, это будет лучшей поддержкой. Да, прощаюсь с вами. Хочу сказать, что у нас есть канал в Телеграме. И если уж происходят какие-то важные события между субботами, пожалуйста, заходите туда, читайте оперативные комментарии. Мы всегда с вами. Постараемся не подвести. Спасибо вам. И если у кого-то созрело такое желание, приходите на Бусти для того, чтобы нам помочь. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Всех благ.